Столица Франции – Париж. Один из главных экономических, культурных и транспортных центров страны. Площадь города 105 квадратных километров. Географически город расположен в северной части Франции. Здесь преобладает мягкий морской климат. Перепады температур незначительны. Зимой столбик термометра обычно держится около 7-8 градусов по Цельсию выше нуля. Изредка опускается до минус 3 градусов. Осенью и весной около 15 градусов. Летом в среднем 25 градусов. Июль и август – самые жаркие месяцы. Солнечных дней зимой немного, зато летние вечера длинные и светлые. Река Сена пересекает город своеобразной дугой с юго-востока на запад и делит Париж на левый и правый берега. Атмосферу левого берега определил латинский квартал. Левый берег традиционно считается богемным. Здесь жили студенты и профессора, поэты, артисты и музыканты. Правый берег – административный и деловой. Колыбель Парижа, остров Сите, условно считается историческим центром города. Одной из привлекательных черт города являются его размеры. Париж сравнительно небольшой город для столицы. Расстояние между основными достопримечательностями можно легко исходить пешком. Административно Париж поделен на 20 округов, которые уходят по спирали от центра к окраинам. Каждый округ живет своей жизнью. С 1 по 6 округа – исторический центр. Здесь находится большинство музеев, памятников и старинных зданий. Округа 15, 16 и 17 – самые благоустроенные и престижные. В густо заселенных восточных районах сосредоточены мастерские и небольшие магазины. Здесь селятся рабочие и иммигранты. Город прост для ориентации. С картой в руках заблудиться невозможно. А достопримечательности в Париже на каждом шагу. Бары и кафе занимают особое место в парижской жизни. На улицах города вы увидите их множество. При посещении парижских баров надо иметь в виду, что стакан пива или рюмка коньяку обойдется вам дешевле, если вы сидите за столиком в кафе, а не на террасе. А если вы забежали на минутку пропустить стаканчик у стойки бармена, это будет стоить еще дешевле. Чашечка кофе – самый распространенный и самый дешевый из напитков. Это своеобразный символ парижских кафе и баров. В кафе предлагают и алкогольные напитки. Стандартная порция 40 сантилитров, то есть 40 грамм. Кроме вина и пива, самые дешевые и самые популярные спиртные напитки – кальвадос, яблочная настойка, и пастис, анисовая настойка. Пастис подадут с водой, но если вы попросите принести его в чистом виде, сильно удивите официанта. Порции алкоголя никогда не измеряются в граммах, только в объемах. В кафе пиво подается в маленьких кружках и больших кружках – 350 и 700 грамм соответственно. В пивных барах и ресторанах порции более внушительные. В некоторых парижских кафе существуют английские меры – пинты, то есть пол-литра. Практически все кафе закрываются в 2 часа ночи. В заведениях, имеющих разрешение на работу в более позднее время, цены значительно выше. В цены ресторанов за комплексный обед не включена стоимость вин. Комплексное меню имеет фиксированные цены и чаще всего предлагается днем. Из чего следует вывод – обед в ресторане обойдется дешевле, чем ужин. Вечером цены вырастают на 30-40%, поскольку вы делаете заказ по карте, и народу значительно больше. Время работы. Указанные в расписании часы – это время начала и окончания обслуживания, а не часы открытия и закрытия. Рестораны или кафе обычно закрываются на час позже того времени, которое стоит в расписании. Попробуйте зайти на удачу, ведь ресторан еще работает. Для верности стоит уточнить режим работы по телефону. В Париже, как и в любом другом большом европейском городе, представлена кухня со всего света.
Большинство таких ресторанов содержат иммигранты, так что аутентичность гарантирована. Например, ресторан «Ле Виллаж» на улице Парментье, 86. Здесь представлена кухня Черной Африки, состоящая из всевозможных рыбных блюд, картофеля и потрясающих соусов. Блюда здесь большие и очень питательные. Играет африканская музыка, персонал поет песни, вставляя в текст ваши имена. Ресторан работает все дни недели с полудня до 14:30 и с 19:00 до 22:00. В среднем обед обойдется в 30 евро. В самом известном еврейском ресторане Парижа «Жо Гольденберг» на улице Розье, дом номер 7, бывали многие знаменитости. На одной из стен фотография хозяина ресторана Гольденберга, пожимающего руку Франсуа Миттерану. Вечером здесь полно народу. В меню борщ, фиш, яблочный штрудель. Ресторан работает все дни недели с полудня до полуночи. Средний обед около 25 евро. Итальянский ресторан «Альфредо Позитано» находится на улице Жуизар, в доме номер 9. У дверей этого ресторана по субботам выстраивается очередь. Атмосфера здесь непринужденная, а пиццы из по-неаполитански тонкого теста и по-милански обильной начинкой необычайно вкусны. Ресторан работает все дни недели, кроме воскресенья, с полудня до 14:30 и с 19:00 до 23:30. Средний обед обойдется в 30 евро. Безусловно, в Париже широко представлена и французская национальная кухня. Например, в ресторане «Ле Фриоль», находящемся на улице Малар, в доме номер 17. Меню здесь достойно ресторана высокой кухни, но цены более чем умеренные. Улитки в соусе из петрушки на тончайшем слоеном тесте, скат в лимонном соусе. Даже дневное фиксированное меню заслуживает наилучших рекомендаций. «Ле Фриоль» работает все дни недели, кроме понедельника, с полудня до 14:30 и с 19:30 до 23:00.